Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что интересного мне удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. И сегодня, я думаю, вы уже успели догадаться, что сегодня мы с вами ищем клад среди украшений красного цвета. Красный прекрасный, много украшений у меня в этом оттенке. Так что давайте, не буду долго вас задерживать. Приступим. Будем разбирать эту кучу. Буду брать украшения по одному. Немножко погремим. И начать сегодняшний разбор хочу традиционно с кошки. У меня есть и кошка и красного цвета. Я, кстати, в прошлом видео упустила тот момент, чтобы показать розовую кошку. Девчонки, я показывала вам розовые украшения. Я показывала вам розовые украшения. И сейчас, пока готовилась именно к этому видео, поняла, что я много чего розовенького вам таки не показала. В частности, я не показала вам вот такую чудесную кошку, ну, мельком, так сказать, вдогонку к прошлому видео. Кто не посмотрел прошлый ролик, посмотрите. А сейчас я быстренько покажу из розового, что я вам не показала в прошлом видео. Конечно, не показала вот эту розовую перламутровую шкатулку 50-го года, 1950 года. Также не показала вот такую розовую шкатулку из натурального камня. Не показала мою любимую шкатулку розовую с люстровым напылением. Так, здесь что-то она у меня запачкалась даже. С люстровым напылением. И эта шкатулочка, сейчас вытру, от Mary Kay. Тоже такая розовая прекрасная шкатулочка. И не показала вот такую вот большую шкатулку с коллекцией вот таких красных роз. Ну, давайте с них и начнем, так как сегодня у нас разбор именно красных предметов, украшений. И если что-то забуду из красного показать в этот раз, конечно, продолжение будет у меня и в следующий раз. Да, кстати, показывала коллекцию вам зеленых украшений, девчонки. И вот тоже мое упущение. Не показала вот такую классную зеленую вещицу. Давайте пока уберу. Ну вот. Такой кулон, подвеску не показала, но зеленая, очень красивая, с натуральными камнями. И к этой подвесочке такие зеленые винтажные серьги. Но вот этот, форма мальтийского креста. Это украшение, оно современное, не думаю, что оно винтажное. А вот эти вот серьги 60-х годов, с фигурным люцитом и кристалл центральной Авроры Бореалис в лапках. В общем, постепенно нахожу то, что не показывала. Вот в этой розовой шкатулке коллекция роз. Именно красные розы. И очень интересная техника. Я не буду на них долго останавливаться, потому что я вам их уже показывала. И техника именно этих украшений. Металл покрыт эмалью. И вот такие вот розы, розовые розы есть. Ну, то, что я вам недавно совсем показывала, не буду, как говорится, на этом заострять внимание особое. И давайте приступим к разбору тех красных украшений, которыми сегодня будем любоваться. Ну, сначала покажу все вот эти вот, то, что в куче здесь было. Давайте немножко приблизимся. Первое, что хочу показать вам, это серьги-клипсы. Тоже такой вопрос довольно частый. Почему я клипсы называю серьгами? Потому что все серьги, все украшения на уши — это серьги. Отличаются они по форме застежки. Вот здесь застежка клипсы, есть английские, французские, есть пусеты, есть кафы. В общем, разные формы и виды застежек существуют, но все равно это все серьги. Люцит. Уверена, что, кстати, вот к этим серьгам есть обязательно и колье, и браслет, но пока мне не встретились. Следующее украшение. Буду брать все подряд, как я вам говорю. Красные обычные бусы. Ручная сборка. Бусы винтажные. Пластик, но пластик такой прям плотный, красный. И вижу, что был разрыв. И
Здесь их связали, но я не разбирала их. Вот как есть, так и оставила. В принципе, я не ношу некоторые украшения как часть коллекции, как часть винтажных украшений. Они у меня, так сказать, существуют. В моей коллекции хранятся. А следующее украшение тоже красный, прекрасный. Здесь серьга. Ну, обычные серьги. Тоже летом. Я иногда, кстати, я люблю носить подобные вот такие легкие какие-то украшения. Они ни к чему не обязывающие, если там даже с красной футболкой хорошо смотрится. Вот такой вот кулон интересный. Есть и кристаллы здесь, такой этнический стиль. И собран из бисера, основа медная. И собран вот на такую бисерную нитку. Причем нитку эту можно в два, в общем, покороче делать. Но я ношу, кстати, вот это украшение. Оно как-то длинное и удлиняет фигуру. Так как я невысокого роста, поэтому мне это прям то, что нужно. Следующие бусы. Ну, на первый взгляд, они простые, но то, что я показываю, красное, прекрасное все в этом ролике. Интересные вот эти вот бусины. Они такой свободной формы и покрыты вручную толстым слоем такой перламутровой красной красочкой. Так, идем дальше. Ну, следующее украшение это больше, конечно, что-то сувенирное, натуральное дерево, тонированное и нитка бусин. Вот эти вот бусины деревянные и все это тонированное. Кстати, когда украшение это нашла, ну, я всегда мою украшения все и буквально прям за 1 секунду вода, в которой я эти украшения отмывала, окрасилась в красный цвет. И проступил именно вот такая натуральная фактура дерева. И кулон стал гораздо лучше выглядеть. Он был полностью вот красного цвета, без вот этих вот прожилок. Но сейчас он выглядит вполне себе, ну, лучше гораздо. Конечно, тут стоит вот эту вот часть поменять. Сам кулон он такой интересный довольно-таки. Так, идем дальше. Ой, что касается вот этого украшения, это украшение современное. Ну, современное в плане где-то 2000-е годы, 2010 может быть год. Но вот эта вот техника, она скопирована, взята из техники, в которой были выполнены украшения винтажные. У меня есть несколько украшений вот в такой же технике выполнены. Ну, конечно, там отличаются по материалам, но вот это вот сочетание красное-черное классическое, оно тоже эффектно очень выглядит. Можно как с черным, так и с красным сочетать. Так, идем дальше. Вот такая вещица, это колье. Здесь есть маркировка. Я не заостряю внимание вот в этих видео на маркировку, но я думаю, что это какой-то известный американский бренд одежды. Ну, часто бывает, что именно бренды одежды выпускают и бижутерию. Так, хочу уточнить. Не хочу быть голословной, но здесь, да, написано винтаж. Очень интересное сочетание. Сейчас покажу вам поближе. Камера хорошо цвет передает. Но хочу показать вам именно интересное вот это сочетание цветов. То есть вот как бы глубоко розовый и вишневый. Довольно редко сочетание этих оттенков встречается. Кабошоны пластиковые. Поэтому украшение не такое тяжелое. И, кстати, вот сейчас собирала я эти украшения к показу. И тоже нашла у себя вот такие серьги. Но по оттенку они совпадают. Форма не совсем та. Хотя тут вот бы и круг, и капля. И думаю, что вполне вот можно эти два
украшений носить. Как вам такое? Напишите, пожалуйста, собрался комплект или нет. Я часто тоже знаю, какие у меня есть украшения, и только когда во время съемки видео комплекты собираются. И в этот раз тоже у меня практически на ходу собрался комплект. Сама, так сказать, от себя я этого и не ожидала. Так, следующее украшение — это бусы. Причем бусы стеклянные. И это Мане. Ну, такая характерная для этого бренда застежка, узнаваемая, и маркировка. Ну, сочетание вот красного и золота, красного цвета и золота, это всегда выглядит очень эффектно, очень запоминающая, такая сочетающаяся гамма. И, в общем, ну, такие вот бусики, ну, приятные вполне. Так, следующая нитка бус, но опять-таки здесь такой геометрия, интересные формы бусины, вот эти, например, изогнутые, тоже так неравномерно окрашены. И здесь и как бы круги, овалы и какие-то интересные формы. Но я думаю, что это что-то 80-е. И, мои дорогие, приступаем к самой интересной части сегодняшнего разбора. Это вот такая вот красная тема. Вы знаете, что в Америке есть такой праздник, день как бы не то что пожилых людей, а возрастных дам. Это одна подруга другой подруге подарила на 55-летие, на 50-летие такую вот шляпу красную. Кстати, у меня есть оригинальная вот эта вот шляпа, прям шляпа. И к этому празднику, ну, так как у нас сегодня тема красная шляпа, вот эта тема здесь поддерживается. Сиреневое платье, красная шляпа, такое вот себе. И, конечно, есть и клипсы винтажные тоже в этой же теме. Не буду на них долго останавливаться. Есть еще что интересного мне вам показать. Но здесь уже, конечно, не к этому празднику эта шляпа, она ковбойская. Мы видим, что здесь и форма другая, и как бы стилистика совсем другая. Есть у меня также в этой же теме и браслет. Тоже такой интересный, с красными, с сиреневыми, фиолетовыми этими элементами, шляпками. Такая вот шляпка. Так, ну и здесь вот шляпа, как говорится, совсем из другой оперы. Как она попала сюда? Ну, видно, тематически шляпа к шляпе. Здесь уже вообще стиль как соломенная шляпка. Здесь есть маркировка. И это такая подвесочка. Идем дальше. Есть еще что показать вам, мои дорогие друзья. И то, что у меня хранится сейчас вот в этой красной шкатулке. Бархат. Посмотрите, это прям бархат. Ну, это классическое сочетание красного оттенка и золота. Часто встречается и в ювелирных украшениях, и в бижутерии, и в каких-то вот шкатулочках таких. Опа. И вот здесь у меня собраны украшения как раз вот в красной теме. Тоже я их покажу вам. Ну, такой обычный браслет. Эмаль, красная эмаль. Следующее. Браслет винтажный. Вот эти серьги, кораллы, это современные. На сайте на каком-то я заказывала, уже не помню. Ну, такая необычная форма. И, кстати, вот в этой шкатулке у меня собраны морская тема. Собрана. Ну, и красное что-то. Красное к красному. Поэтому эти серьги здесь оказались. Часы. Тоже ремешок из муранного стекло бусинами. Так, застежка, держатель для галстука в виде такого меча. Ну, такие красный вот этот вот кабошон, очень красивый. Следующий здесь браслетик. Браслет тоже от Мане. Узнаем застежку и красные стеклянные бусины. Вот этот браслет я ношу, люблю. Вот эти вот бусины, они как-то так передвигаются, могут немножко сползти в одну сторону. Ну, я люблю, когда элементы подвижные.
Так, вот такая брошь, но опять-таки красно-бело-синяя. Ну, присутствует красная, и это морская тематика, как я уже сказала, здесь вот собрано. Опять красные серьги, но они такие прям крупные. Но вот эти вот серьги прям из 80-х точно. Я подобные серьги делала сама. Здесь тоже морская тема, типа, как это называется, тельняшка морская, типа. Но, в общем, тоже в морской теме. Пластик тоже это 80-е, точно. Девчонки, вот здесь вот, ну так как красная тема, здесь пин-брошь, вот такое вот платье, усыпанное кристалликами. Очень красивое на самом деле платье. Сейчас сфокусируется, не сфокусируется. Но здесь обычные серьги-пусеты, красные, разного размера, причем это керамика. И они такие, ну, прям яркие-яркие красные, ну, разного размера. Здесь тоже это серьги 70-е. Красная эмаль уже все сходит постепенно. Но опять-таки это как морская веревка, что-то морское в них есть. Ну и прям вот точно морское. Это вот такие красные якоря. Металл покрыт эмалью. Ну, это тоже такая тема довольно популярная. Кстати, вот по поводу популярные тогда, популярные сейчас. Вот эти вот серьги, это винтаж, это 60-е годы, а это вот современные. Ну, как бы найдите разницы в технологии. Новое это хорошо забытое старое. Так, ну и здесь по мелочи что-то у меня такие пусеты серьги есть. С центральными вот этими эмалевыми вставочками. Обычная классика жанра, да, как говорится. Ну и морская тема здесь. Вот штурвал. Это серебро, 925 проба с маркировочкой. И серьги тоже. Ну, серебро, конечно, периодически нужно обязательно чистить. Поэтому серебряные украшения должны носиться. Если что-то не носится, оно немного вид свой теряет. Поэтому нужно носить, не жалеть и получать от них удовольствие. Следующее, что хочу показать, это еще не все. Конечно, мои дорогие друзья, так забыла я вот это сюда поместить. Но вот здесь, в принципе, вот в этой шкатулке как раз те украшения, которые я довольно редко ношу. И тематически, так, я думаю, что, наверное, вот... Но вот это вот я часто ношу. Думаю, надо сюда тоже переложить, чтобы уже как красное было все вместе с красным. Вот здесь вот нашла тоже в своей шкатулке еще предметик, который, ну, как бы к красной теме тоже прямое отношение имеет. И это подвесочка. Подвеска необычная. Я перед тем, как видео это снимать, поменяла кнопку. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Смотрите. Вот центральная часть с очень красивыми кристаллами. Это серебро 925 проба. Кристаллики очень красивые. И это современное украшение. И тоже нашла все на свалке, девчонки. Все, что я показываю, это все найдено на свалке. Вот, кстати, вот это украшение было вообще абсолютно новая, даже с ценником. В магазине оно продавалось там что-то около долларов 45, что-то вот так вот отдельно. И отдельно вот такие вот кнопки. Это как украшение трансформеры. Я тоже вам трансформеров много показывала. А здесь и тоже я, кстати, нашла их сайт. И там такое разнообразие вот этих кнопок. Достался он мне на свалке всего за 4 доллара, девчонки. Вообще ни о чем. Даже одна вставка стоит там сколько? Где-то 15 долларов одна вставочка вот это стоит. Но насколько интересны вот эти вставки. Ну, а наиболее часто использую, ну, вставка, которую я очень часто использую, моя самая любимая, это, конечно, вот жемчужная.
да, жемчужная и белая. Но так как, думаю, надо все-таки в красную тему тоже немного погружаться, и тоже поменяла на красную, теперь буду носить из красной. Кристаллы просто классно выполнены, с хорошей очень огранкой, и вот так вот. То есть вот такие трансформеры вполне себе удобно. Не обязательно иметь там много каких-то украшений. Достаточно просто присмотреться вот к подобным украшениям и к каждому наряду, каждому аутфиту что-то именно конкретное подбирать. Мои дорогие, как вам сегодняшний разбор красных предметов? Если что-то упустила, обязательно найду, покажу. Мои дорогие, пишите свои комментарии, отзывы. На все абсолютно ваши комментарии я отвечаю. А я вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.